Всем привет! Сегодня я не буду шить, но я буду рукодельничать. Я буду декорировать вот эти простые настенные часы. Декорировать я буду, опять же, джинсовыми лоскутами. Ну, как вы знаете, я люблю джинсы. И делать я буду на этих часах вот такую совушку, которая символизирует меня. Не в плане мудрости, конечно, на это я не претендую, в плане того, что активность вся у нее в основном по ночам, как и у меня. Декорированием часов я занимаюсь не впервые. Вот такие часы у меня есть. Это дешевые икеевские часы. Их я делала 11 лет назад. У меня тогда разбилось стекло. И я решила их не выкидывать, решила с ними поиграться, так сказать. Вот таким образом я сделала. Очень просто. Вот здесь у меня то ли это пояс был на резинке, то ли низ брючин, уже не помню. Украшать я буду вот такими подвесками тематическими, швейными. Колечки я буду удалять и приклеивать. Ну, на 12, на 3, на 6 и на 9. И буду я это делать в технике аппликации. Аппликация у меня будет на флизофиксе. Это такая бумага для аппликаций. Смотрите, это как бы рулонная паутинка. И она идет на пергаментной бумаге. Как ею пользоваться, я показывала уже. Ну, покажу еще раз. То есть машинку я сегодня швейную включать даже не буду. Сейчас сделаю шаблоны вот этих всех деталей по отдельности. И буду выкраивать, вырезать детали вот эти вот все отдельно. Крылышки, глазки, носик и так далее. Часы я разобрала, все хорошо здесь получается, стрелки все снялись, также я их потом обратно надену. Шаблоны основных деталей я тоже вырезала, теперь вырежу основу, на которую у меня будет наклеиваться сова. Ее я сделаю вот из этой джинсовой ткани посветлей. Кроить буду по стеклу. Я обведу это стекло, но вырезать я буду на пару миллиметров меньше, потому что она, вот эта внутренняя часть, она меньше, чем само стекло. Основу я проклеила флизелином, как вы видели, подровняла, вырезала отверстие в середине, но пока ее не приклеивала. Это я буду делать в самом конце, когда у меня уже здесь будет готова аппликация. Сейчас вот из этой джинсовой ткани я буду выкраивать сову, основную вот эту большую деталь. Для этого я ее поверну изнаночной стороной, приложу сову. И померяю, у меня есть кусочек флизофикса вот этой бумаги. Подойдет ли она здесь по размеру? Мне нужно будет, чтобы она была чуть больше, чем сама сова. Так, ну вот если вот таким образом ее наклеивать, ой, или, наверное, даже лучше так ее приклеить горячим утюгом. Так, вот это я сейчас обрежу.
А здесь сверху по пергаментной бумаге я буду горячим утюгом прикладываться. И у меня вот эта паутинка двухсторонняя приклеится. Флизофикс приклеен. Пергаментную бумагу я не снимаю. И это я буду делать уже, когда буду приклеивать деталь. Сейчас я вот этот шаблон обведу и вырежу эту деталь. Можно сначала рисовать на флизофиксе, то есть обводить деталь, которую вы будете выкраивать, а затем уже вырезать из этой бумаги кусочек чуть побольше размером. Ну, мне так проще, у меня много вот таких кусочков всяких маленьких. Основная деталь готова. Теперь ее можно приклеить на основу, вернее, приутюжить горячим утюгом, и она приклеится. Вот эту бумагу можно уже снять, пергаментную. Все то же самое я буду делать с остальными деталями. Сверху их прикладывать и приклеивать. Все отлично держится. Отверстие здесь я проделаю потом, вот в этих деталях. Главное, что оно у меня уже намечено. Циферблат декорировать я закончила. Вот здесь, чтобы эти были поярче, вот эти, да, я под них сделала подложки под металлические, вот эти декоративные детали. Сейчас можно это все сюда уже приклеивать. Приклеивать я буду, как обычно, клеем, который все клеит, универсальный. Подожду немножко, чтобы он чуть-чуть подсох, иначе он у меня проявится вот здесь вот. Вот такой жидкий клей. Теперь буду декорировать вот этот внутренний край. Делать я его буду вот этой лентой, вы видели. Здесь я сделала подгиб. Этот подгиб пойдет вот сюда, к джинсовой ткани.
И он закроет вот эти вот края, может быть, не совсем ровные. И вот таким образом будет загибаться и сверху закрываться. Также я сейчас намажу клеем все по кругу. Подожду, пока он чуть-чуть подсохнет. И буду приклеивать эту джинсовую деталь. Черные стрелки было не очень хорошо видно, поэтому я их покрасила белой краской акриловой. Теперь их видно хорошо. Все, теперь можно собирать. Стекло протереть, конечно, надо с обеих сторон, чтобы оно было прозрачное, чистое, без всяких отпечатков пальцев. Часики мои готовы. Можно и без стекла делать. Но я решила сделать со стеклом. Меньше пыли будет лететь. Ну, они получились в таком довольно-таки игривом стиле. Может быть, даже отчасти детском. Но мне нравится. Как вы поняли, можно делать любую аппликацию. Можно использовать не только джинсы. Если делать детские часики, то можно использовать пуговки вот здесь на циферблате, какие-то разноцветные, фигурные и так далее. Ну, импровизировать тоже можно на полную катушку. Я вам дала идею, а вы уже смотрите сами. Часики эти для моей будущей рабочей комнаты. Здесь я плавно перешла к тому, что мы переезжаем в другую страну, поэтому я пропаду на какое-то время. Вы меня уж, пожалуйста, не теряйте, я вернусь. Ну, сами понимаете, мне надо будет все вещи свои, всю целую рабочую комнату упаковать. Затем у нас будет 5 дней переезд длиться вместе с растаможкой вещей. Затем другие какие-то хлопоты сопутствующие, да, потом все это распаковать. Ну, то есть недели, наверное, 3 меня не будет. Я еще постараюсь одно видео снять перед тем, как запаковываться. Но не обещаю. На этом я буду прощаться. Если вам нравится то, что я делаю, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!